Всем привет, дорогие друзья! Предлагаю приготовить еще один вариант сырников для завтрака. Готовлю сырники в сметанной заливке с ягодами. Сказать, что это вкусно, это ничего не сказать. Это великолепно. Обжаренные до золотистой корочки сырники запекаются в очень легком сметанном соусе с ягодами. И получается как настоящий легкий десерт. Если вы еще не готовили сырники по такому рецепту, обязательно попробуйте. Это так вкусно! Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Для рецепта я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Добавляю соль, всыпаю сахар. Как видите, сахара я использую для теста совсем немного, чтобы творог не поплыл. Добавляю 2 желтка, всыпаю манку. Я использую мелкую манку. И сегодня я буду для сырников использовать рисовую муку. Ее можно заменить обычной мукой, либо крахмалом. И добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Перемешиваю все лопаткой. Безусловно, в зависимости от влажности творога, вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки. Хорошо все перемешала и оставляю тесто постоять примерно минут на 20. Отправлю его в холодильник. Это нужно для того, чтобы набухла манка. Рабочую поверхность хорошо присыпаю мукой. Можно использовать как рисовую муку, так и обычную. Я беру обычную муку, так как рисовая быстрее обгорает, когда обжаривать. Выкладываю творожное тесто, сверху также присыпаю мукой и формую валик. В зависимости от того, какого размера сырники вы хотите сделать, такой толщины и формуйте валик. И теперь разрезаю все на порционные кусочки. Я не буду делать сырники слишком высокими. У меня, кстати, на канале есть рецепт сырников высоких с ресторанной такой подачей. Если вам интересно, вы можете зайти и посмотреть. Я оставлю ссылку под видео в описании. Эти сырники у меня будут в заливке, поэтому слишком такими высокими их делать не нужно. Всего у меня получается 12 сырников. И теперь очень легко я буду формовать сырники. Это очень простой способ. Берем кусочек теста, сверху и снизу окунаем в муку. Теперь сверху накрываю стаканом и хорошо прокручиваю. Переворачиваю и прокручиваю еще раз. И таким образом формирую очень красивые ровные сырнички. Повторяю все точно так же. Если не хотите формовать сырники стаканом, можно просто все это сделать руками. Таким образом, формируя сырники, вы затратите на это буквально 5 минут, не больше. Это очень простой способ. И теперь можно их обжарить. Включаю разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла, без запаха. Выкладываю сырники на сковородку. Старайтесь стряхнуть лишнюю муку, чтобы она не обгорала в масле. Сырники я буду обжаривать буквально по 1 минуте с каждой стороны. Мне не надо, чтобы появилась румяная корочка, а просто, чтобы они схватились сверху. Буквально совсем чуть-чуть подзолотились, переворачиваю. Обжариваю со второй стороны также 1 минутку. Сырники обжарились, снимаю их на тарелку. Также сразу я подготовлю форму, в которой буду запекать сырники. Размер 32 на 24 сантиметра. Форма керамическая, и в ней сырники будут красиво смотреться. Можно прямо в этой форме подавать их к столу. Но, конечно, вы можете брать и любую другую форму. Форму промазываю сливочным маслом и присыпаю мукой. Излишки муки стряхиваем. Для заливки отдельно я взобью белки. Сейчас в миску я добавляю белки, которые у меня остались от приготовления самих сырников, так как я в тесто добавляла только 2 желтка. И также отделяю белок и желток у еще 2 яиц. Желток я добавляю в сметану. Также в сметану добавляю чайную ложку экстракта ванили.
Можно использовать и ванильный сахар. И натру на терке цедру лимона. Перемешиваю. Кстати, для рецепта лучше всего использовать сметану высокой жирности, не менее чем 20-25%. Теперь до мягких пиков взобью белки. Добавляю соль, начинаю взбивать. И теперь постепенно всыпаю сахар. Кстати, сахар вы можете добавлять по своему вкусу. Кто любит послаще, добавляйте больше. И теперь я аккуратно соединяю обе массы. Сначала добавлю немного белков к сметане и перемешаю. Масса сразу становится такая более воздушная, и она легче будет объединяться с белками. Выливаю ее в белки и аккуратно перемешиваю. Получилась вот такая очень пышная заливка. Выливаю ее в подготовленную форму. Слегка разравниваю. И теперь в форму аккуратно выкладываю сырники. Также по желанию можно добавить ягоды. У меня голубика, я просто разбрасываю ее сверху. И немного небольших ягодок клубники. Сезон уже подходит к концу, но клубничка еще есть. И теперь эту красоту я отправляю запекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Заливка должна хорошо схватиться. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Посмотрите, какая красота получилась. Сырники вот так красиво подрумянились вместе с заливкой. Заливка хорошо поднялась, аромат просто божественный. Конечно, даем совсем немного остыть и сразу подаем к столу. Это так вкусно и в холодном виде, и в горячем. И сверху по желанию можно еще слегка присыпать сахарной пудрой. Ну что я могу сказать? Это мой самый любимый рецепт сырников. Они такие нежные. И здесь такая воздушная заливка. Это невероятно вкусно. Обязательно приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изяков «Позитивная кухня». Всем пока!